Привет, друзья! Это Макс, ваш учитель русского языка. И сегодня у нас будет урок. Урок будет прямо на улице. Здесь мы с вами будем практиковать и учить русский. Сегодня вы будете видеть все от первого лица. Хорошо? От первого лица. Вид будет от первого лица. И мы с вами пройдемся по району, где я сейчас живу. Это север Испании, город Овьедо. И у нас с вами будет две простые задачи. Первая задача – это вынести мусор. И вторая задача – забрать мой заказ из пункта выдачи. Давайте начинать. Так, сначала мне нужно взять мои мешки с мусором. У меня один мешок. Вернее, даже я бы не сказал мешок, я бы назвал это скорее пакет. Это пакет, пластиковый пакет с мусором, а это бумажный пакет с мусором. Но там не просто какой-то мусор. Здесь у меня бумага и картон, а здесь у меня пластик и разные упаковки. Вот, потому что это все перерабатывается по-разному. И нужно выбросить каждый этот пакет в определенный контейнер. Поэтому сейчас мы сначала идем туда, где стоят контейнеры для переработки мусора. И идем мы по району, где я живу. Это довольно новый район. Мне кажется, что здания вот эти были построены в нулевых или в десятых. То есть в целом достаточно новый район, и мне, честно говоря, он очень нравится. Здесь достаточное количество зеленых зон, вот таких, например, есть парки какие-то небольшие, магазины. В общем, честно говоря, меня абсолютно устраивает такой вот район. Мне кажется, он очень хорошо подходит для жизни с ребенком. Потому что рядом есть школы. Вот, кстати, впереди, посмотрите, здание. Вот это школа. Вот там впереди школа. Я не знаю, какая точно, но это школа. А мы пришли к бакам. К бакам или к контейнерам. Я бы назвал это либо бак, либо контейнер. Итак, надо понять, куда нам выбросить бумагу и пластик. Я вижу, что здесь у нас бумага. Значит, мы опускаем наш пакет в этот контейнер. Так, и вот еще один контейнер. Здесь у нас пластик и упаковки. Опускаем наш пластиковый пакет сюда. Итак, первый квест выполнен. Теперь идем в бар. Да, мы идем с вами, друзья, в бар. Почему в бар? Давайте, наверное, пойдем туда. Почему в бар? Потому что там находится пункт выдачи Амазона. Я недавно себе заказывал новую батарею, или мы, наверное, чаще говорим аккумулятор. Я заказал себе новый аккумулятор для моей камеры. И сейчас я хочу сходить и забрать его из пункта выдачи. Я обычно стараюсь не заказывать, если есть такая возможность, не заказывать товары с доставкой на дом. Потому что здесь, в Испании, как я понял, и в целом, наверное, в Евросоюзе, тебе просто говорят, в большинстве случаев, тебе просто говорят день, когда твой заказ будет доставлен. Например, завтра. И в течение дня к тебе приедет курьер
и ты должен весь день сидеть дома. Это жутко неудобно. Я до сих пор не могу привыкнуть к этой системе, потому что в России всегда был какой-то период, типа, не знаю, с 12 до 3, или с 3 до 6, или с 6 до 9, например. И ты мог выбрать 2-3 часа, когда тебе удобно. А здесь я не знаю, как люди, если они работают не дома, как они вообще что-то заказывают домой, потому что, ну, ты заказал что-то на завтра, а твой заказ может приехать тебе, ну, либо завтра в течение дня, утром или вечером, или днем, или он может приехать даже раньше или позже, на 1 или на 2 дня, и ты никак об этом не узнаешь. Короче, я до сих пор не могу привыкнуть, но это не беда, это не проблема, потому что есть пункты выдачи. И вот в один из таких пунктов мы сейчас и идем. Сегодня погода потрясающая, 20, не знаю сколько, 22, наверное, градуса, середина марта, 22 градуса. Многие деревья уже отцвели, но некоторые, как вот это, например, только начинают... А, нет, это, кстати, не начинает, это тоже уже заканчивает цвести. Видите, появляются маленькие зеленые листочки. Вот. Листочки появляются, ну или листики, наверное, лучше сказать. Листики, листочки, ну, как угодно. Листья, листики, листочки. Обычно листок – это, наверное, листок бумаги. Забавно, у нас есть несколько слов. Лист – это может быть лист дерева или лист бумаги. Например, А4, да? Лист бумаги формата А4. Но мы также говорим листочек, это уменьшительно-ласкательная форма, и говорим листик, тоже уменьшительно-ласкательная форма. В общем, есть несколько вариантов, как можно назвать лист по-другому. Так, сейчас нам надо здесь перейти дорогу, и мы это сделаем вот здесь. Мы это сделаем вот здесь, потому что нам нужно в ту сторону идти. Нужно идти туда, куда идут все люди. Здесь у нас стадион большой. Здесь часто разные команды играют в футбол. Я небольшой фанат футбола, честно скажу. Но иногда мне нравится смотреть футбол, особенно когда играют сборные команды. Например, на чемпионате мира по футболу в 2018 году я болел за сборную России. Я еще и работал на этом чемпионате. У меня есть, кстати, несколько видео оттуда. А вот уже на чемпионате в 2022 году, в 22-м или в 23-м? По-моему, в 22-м. Блин, ладно, у меня плохо с датами, друзья. По-моему, в 22-м, да, был чемпионат, когда Аргентина выиграла. И вот тогда я был в Аргентине и болел, соответственно, за Аргентину. Но вообще футбол я смотрю редко. Кстати, в конце марта, по-моему, должен был быть матч Аргентина-Испания, но, по-моему, его отменили. Надо проверить, но, по-моему, его отменили. Жалко. Жалко. Ох, я бы такой матч посмотрел. Как вы думаете, за кого бы я болел? Вот здесь, кстати, разные бары. Но мне нужен не этот бар. Мне нужен бар, который находится во дворе. Во дворе. То есть сейчас мы вот так вот с вами пройдем во двор. Тут магазины. Вот магазин, где продаются фрукты. Здесь просто жилые дома. Как вам вообще такой район? Нравится? Хотели бы вы жить в таком районе? Или вам нравится, не знаю,
или вам нравятся другие районы, ну, которые по-другому выглядят? Вообще, этот район мне напоминает немного, совсем немного, те районы, новые районы, которые активно появлялись и застраивались, когда я был и жил еще в России. То есть несколько лет назад у меня даже было видео про один район такой, и можете посмотреть. В принципе, все более-менее похоже. Тоже много асфальта, много домов. Но разница, такая главная разница в том, что здесь дома в основном 5, ну максимум, может быть, 7-этажные. А там 20 или 27-этажные. И, конечно, это создает множество проблем. Во-первых, ты не можешь найти вот такое свободное место для парковки. Смотрите, здесь два свободных места для парковки. Там их практически нет. Ну и, конечно, количество людей раз в 10, не знаю, больше. Несоизмеримо больше людей там. Кстати, смотрите, детская площадка здесь. Пойдемте туда. Дойдем до детской площадки. Вот, поэтому, ну вот, кстати, там уже видно отсюда, что дальше виднеются такие более высокие дома, может быть, 10-12-этажные, но они стоят как бы по одному, и они не создают такую плотную стену, плотную стену, да, из высоких зданий, что я считаю, ну, крайне ужасным. А здесь застройка классная, то есть вот у тебя один дом относительно высокий, потом дома невысокие, видно горы, видно природу, видно даже вон туда, посмотрите, горизонт. Не знаю, мне нравится. Мне кажется, такой тип застройки прям очень-очень-очень удобный для жизни. Правда, ну, в отличие, например, от новых районов в России, здесь достаточно мало разных коммерческих помещений и различных магазинов, не знаю, каких-то баров, ресторанов. То есть в России они везде вот так вот дун-дун-дун на каждом шагу. А здесь их меньше. И, например, мне нужно 10 минут идти до пункта выдачи заказа. Ну, конечно, это небольшая проблема, но понятно, что в России, в новостройках, ну, вернее, в новых районах, где много новостроек, там больше разных, я не знаю, как их назвать, магазинов и всего остального. С другой стороны, из них практически невозможно выбраться, потому что всегда пробки. Ладно, сейчас зайдем в вот этот бар и возьмем мой заказ. К сожалению, я не смог забрать свой заказ, потому что владелец бара, он там и бармен, он там работает, он сейчас заболел, у него высокая температура, и, в общем, его нет в баре. И проблема в том, что у него находится устройство, с помощью которого можно отсканировать мой заказ и мне его получить. То есть, в общем, технически нельзя забрать заказ сегодня, к сожалению. Но это небольшая проблема. Эта батарея мне не нужна прямо сейчас, поэтому я могу подождать. Давайте еще пройдемся. Давайте поговорим о том, что здесь есть еще у нас в этом районе. Ну, как я уже говорил, множество баров и кафе. Много зеленых зон. Посмотрите, сколько зелени. Немножко жаль, что эта территория никак не используется, что здесь нет какой-то дорожки, чтобы вот так вот как-то пройти.
Но все равно здорово, что много зелени. Мне это нравится. Мне нравится, когда есть пространство. Я не люблю, когда одно здание стоит вплотную к другому, и у тебя вообще нету воздуха, да, нет пространства. А вон, кстати, смотрите, можем с вами увидеть, как происходит процесс. Я даже не знаю, как это сказать. В общем, как достают весь мусор, который мы выкидываем в эти контейнеры. Приезжает специальная машина, поднимает вот тот бак и сюда мусор выкидывает. В общем, целая отлаженная система. Очень прикольно. А вот здесь что-то типа центра нашего района. Потому что здесь как бы круг такой. Видите? Ну, не знаю, может быть, плохо видно, но вот здесь площадь в форме круга. Здесь разные детские площадки, здесь проходят разные мероприятия. И просто здесь люди, не знаю, сидят на скамейках, гуляют. Здесь есть и деревья, и много асфальта. Можно покататься на велосипеде, на роликах, еще на чем-то. Сабрина, моя дочь, очень любит вон ту площадку. Она без ума от нее. Каждый раз она мне говорит: папа, пойдем на большую площадку. Очень ее любит. А мне нравится, что отовсюду видны горы. Эх, люблю природу. Люблю природу. Там уже другие районы, кажется, они даже более такие современные, по крайней мере, дома там выглядят как будто красивее. Ну, в общем, вот так выглядит наш район, где мы живем. Мне нравится, мне нравится. Здесь очень спокойно, очень тихо, безопасно, никаких проблем нет с... не знаю, с парковкой, если у тебя есть автомобиль. Ну, может быть, какая-то проблема есть, но все равно. Нет пробок, потому что здания невысокие и невысокая плотность населения здесь. То есть иногда бывает, что слишком много людей, слишком много машин, и все дороги просто забиты. Но здесь такого нет. Это хорошо. Люди расслабляются на террасе, пьют пиво, кофе, сидр. Ну, кстати, с кофе-то я никого не вижу. Вижу сидр. А, нет, кофе тоже пьют, ладно. Сидр, кофе, пиво. Ну что ж, я думаю, что на сегодня это все, друзья. Вот так выглядит район, где я живу. Хотел вам его показать. Хотел сходить с вами, забрать свой заказ. Жаль, что не удалось этого сделать. Кстати, смотрите, как много цветов. Белые – это маргаритки, а желтые – это одуванчики. Одуванчики и маргаритки. Безумно красиво. Вообще столько цветов. Мне кажется, я никогда не видел столько цветов. Причем они даже зимой были, просто их было меньше. А сейчас их какое-то вообще невероятное количество. Вот. Я никогда не видел столько цветов, просто растущих на газоне. Меня это очень впечатляет. Что ж, пора идти домой, друзья. До встречи в следующем ролике. Пока-пока.